Привет, девчонки, меня зовут Инна, а перед вами ручки Олеси. Олеся – это моя сестра. Делали мы с вами это покрытие вместе, покрытию чуть больше месяца. Здесь у меня укрепление гелем, и первый раз она у меня так плохо относилась. Вообще она хорошо носит покрытие, и такое первый раз. А все почему? А все потому, что наконец-то моя сестра купила себе квартиру. Соответственно, собирала вещи, паковала в коробки со съемной квартиры, распаковывала, запаковывала, отмывала, клеила обои, ну и покрытие пострадало. Ну и бог с ним, с этим покрытием. Сегодня мы с ней сделаем новенькие ноготочки. Зато она теперь будет жить в своей квартире, не в съемной, и платить за свою квартиру. Небольшие отслойки были по бокам. Большие ногти пострадали больше всего, и здесь еще у нее свежая ранка. С кончиков стараюсь снять побольше материала, потому что ногти у нее при отрастании взлетают. Грязь и ступеньку с внутренней стороны всех ногтей выпиливаю. Мы это делаем с ней каждый раз, потому что если оставлять натуральный ноготь, то он у нее отслаивается от искусственного материала. Опиливаю форму, длину не убираю, только лишь освежаю. По поверхности ногтей прошлась за кадром. Кутикулу приподняла, вычищаю птериги. Ручки у нее сухие. Вот в этом синусе у нее на безымянных очень часто бывают склейки. Не каждый раз, но очень часто. И вот сегодня снова не исключение. Здесь снова есть склеечка такая, как заусенец. Аккуратненько вокруг него прохожу, потихонечку его расклеиваю, чтобы не поранить.
Срезаю кутикулу шаром. Кожа прям, ну, очень-очень сильно сухая. Дома мажет только кремом. Сегодня я ей масло вручила, чтобы она маслом мазала. От крема толку вообще ноль. Пока он есть на руках, руки увлажненные, смывает. И руки как были сухими, так и остаются. Масло все равно лучше напитывает кожу, чем крем. Фрезой с синей насечкой прошлась еще по всем ногтям, чтобы убрать шелушения вот эти вот. Здесь аккуратно вокруг рамки, рамку не трогала. После этой фрезы еще прошлась силикон-карбидным полировщиком. Прям очень сильно сухие. Обветренные такие. Всю пыль смыли. Ногти я обезжирила, наношу праймер бескислотный, даю ему высохнуть. Праймер высох, наношу базу каучуковую на все 5 ногтей. Делаю подложку под укрепление гелем. Под каждым видео у меня спрашивают про эту кисть. Девочки, ссылка на набор этих художественных кистей есть в описании. Я добавила, чтобы у меня уже не спрашивали. Так что, если кому-то что-то нужно, вы заглядывайте. Я всегда стараюсь все ссылки оставлять в описании под видео. Эти кисти я покупала на AliExpress. Но такой же набор этих художественных кистей сейчас я видела на Wildberries и по той же цене. Так что, если кому интересно, можете зайти на AliExpress, посмотреть, как они выглядят, и поискать на Wildberries набор художественных кистей. Кисти хорошие, мне они нравятся. Апельсиновой палочкой приподнимаю кутикулу перед тем, как буду наносить гель. Гель у меня из одной из предыдущих распаковок с AliExpress. Это гель Born Pretty, прозрачный. Что хочу сказать по этому гелю. Он во флаконе густой и флакон маленький. Для геля объем у этого флакона слишком маленький, 7,3 мл, и гель густой. Не очень удобно его доставать и из флакона добывать оттуда. Но на ногтях он густой, но выравнивается хорошо. Немного помогла тонкой кистью ему разровняться, но в общем-то это даже и не нужно было. Born Pretty лучше бы сделали гель для укрепления ногтей в 15 мл флаконах, чем вот в таких маленьких.
А так гель мне понравился. На большинстве ногтей он не пек, не припекал. На каком-то одном Олеся сказала, что ей стало горячо. Руку мы из лампы доставали, остужали и отправляли обратно в лампу. На мизинец я уже нанесла изумрудный гель-лак. Также был у меня в той же распаковке Born Pretty гель-лак. В 2 слоя нанесла. На безымянном у нас будет дизайн. Под дизайн я сначала решила нанести гель-лак в 1 слой, но потом посмотрела и нанесла все-таки 2 слой. На первом слое он такой полупрозрачный и плешивый. При выкраске на типсах я его выкрашивала в 3 слоя. На ногтях нанесу в 2 слоя. Ну и как-то он у меня неравномерно наносился, наносился пигмент. В общем, немножко мне пришлось помучиться с ним. Тонкой кистью довожу ближе к кутикуле и боковым валикам. И с этим гель-лаком нужно быть аккуратнее, не делать толстые слои и просушивать не меньше минуты, иначе он может не просохнуть. Первый раз мы с ней делаем покрытие таким цветом гель-лака. Перед нанесением 2 слоя всегда приподнимаю кутикулу. Гель-лак красивый, я себе даже не делала ни разу ногти такого цвета. Мне кажется, он и под глянцевым, и под матовым будет шикарно смотреться, но мы сегодня сделаем матовые. Как вам цвет? Любите вы изумрудный цвет ногтей? Есть здесь любительницы такого цвета. Убираю затеки апельсиновой палочкой, вернее, там не затеки, я испачкала кожу кистью из флакона. А как вы убираете затеки, если они у вас есть? Перекрываю матовым топом. Матовый топ также Born Pretty был у меня также в той же распаковке. И матовый топ Олеся сказала, что в лампе ей припекал. У меня есть несколько матовых топов, которые припекают, но пекут не все. Здесь мы с ней обсуждаем, как нам нанести светоотражающий гель-лак, такую извилистую полоску небрежную. Тонкой кистью дотянула туда, куда посчитала нужным. И гель-лак здесь я вам не показала, как он светится при вспышке. Но вот в распаковке я показывала, как он светится. Просушили мы эту подложку подфановок под дизайн. Перекрываю витражным гель-лаком. Тонкую подложку делаю. И на нее еще буду сейчас камифубики приклеивать. Гель-лак я не просушила. Сначала попробовала разровнять, растянуть их кистью, но они у меня слиплись, поэтому я взяла апельсиновую палочку, апельсиновой палочкой разровнять. Получилось у меня быстрее. Камифубики разного, фигурные камифубики. Там есть смайлики, сердечки, цветочки, кружочки, треугольники. Просушила. Перекрываю еще раз слоем витражного гель-лака. На обеих руках у нас дизайн одинаковый.
И вот под витражным гель-лаком эти камифубики заиграли еще интересней. Вот сейчас, когда делаю, сейчас я бы, возможно, сделала по-другому. Вот только вот эту вот волну можно было перекрыть витражным гель-лаком, а вокруг изумрудный матовым топом перекрыть. И было бы, мне кажется, интересней, если бы в центре камифубики эти были под глянцевым топом. Перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Это супер топ Born Pretty. С небольшим выравниванием, потому что эти камифубики, уголки треугольников кое-где у меня выпирали. На несколько секунд перевернула руку ладонью вверх и отправили в лампу просушить. Все, на этом наш маникюр готов. Красиво переливаются. Но вот жаль, конечно, я вам не показала при вспышке, как светятся. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.